Меня зовут Антон Севков. Мой диагноз Харая Геттингтона. Я очень долго жил, как обычный человек. Даже не знал, что будет какие-то проявления в неврологии. Поначалу у меня никаких симптомов не было. Я ходил как обычно. И около 5-7 лет назад появились первые симптомы. Я начал, ходить немножко криво, но было непонятно, в чем причина моего диагноза. Потом оказалось, что у меня Харая Геттингтона. Я очень долго искал, то есть в итоге наверное, около года я пытался найти причину. Плюс на работе почти все врачи, поэтому они еще сами заметили, что у меня как-то все странно было. Получается, я внутри головы думаю, что я хожу ровно, но на самом деле всегда рандомно куда-то уходят белки внутри головы, которые больше обычного. И за счет этой неправильной конформации оказывается, что они просто забивают настоящие сигналы и хуже уходят из мозга. Антон к нам пришел больше 15 лет назад в институт. Я с ним, что называется, горе не знал как минимум лет 5. Он выполнял все очень четко и быстро. Конечно, мы работали вместе, и все было хорошо. Это заметили в дирекции. И он работал непосредственно с директором. Какое-то время там все было хорошо. Но потом постепенно, появилось такое мнение в дирекции, что Антон ленится. Я предложил забрать Антона обратно в лабораторию. Но потом мы стали замечать, что что-то с Антоном не так. Приехал наш хороший друг из Москвы, и она ему поставила диагноз по походке. Мы проверили, оказалось, что да, действительно, у него этот синдром. Но симптомы нарастали, и, по сути дела, ему пришлось сменить образ жизни, пришлось расстаться с машиной. Объем работы он стал выполнять меньше, но он не мешает и помогает, действительно, в некоторых моментах серьезно помогает. Мне уже невозможно проводить какие-то тонкие эксперименты, которые связаны с координацией рук, потому что я исходный биолог. У меня там кандидатская диссертация по молекулярной биологии защитна. Раньше я мог делать эксперименты своими руками, а теперь не могу этого. Не могу попросить проверку, работать с микроскопом. Это невозможно для меня сейчас. В итоге я просто для того, чтобы сохранить работу, я делаю какое-то количество отчетов, потому что попадать в клавишах я научился хорошо. Большую часть людей помогаю, входят в какие-то мои сложности, и получается очень хорошо. Я, наверное, начну издалека. Я Антона знаю лет 10, наверное. В какой-то момент я заметил, что Антона немного покачивает. Через некоторое время это все усилилось, и Антон поделился, что да, есть такая проблема, это болезнь и редкая. Голова-то у него работает, поэтому для общения это не мешает никоим образом. Самое главное, что Антон не теряет присутствие духа и очень твердо и взвешенно подходит. Может быть, сказывается образование медицинское, биологическое, может быть, еще что-то. Он очень трезво осознает свои возможности, да, то есть именно поэтому я ему не боюсь говорить честно то, что вижу, как ухудшается положение или улучшается в какие-то моменты. И он к этому относится здраво и борется с этим, то есть это очень хорошо. Это очень большой пример жизнелюбия. На самом деле не всякий человек способен и готов бороться, когда его настигает такое, отказывает организм, который всегда был верен. Поначалу шло по накатанной. Сначала было слабое покачивание, потом все хуже, потом неконтролируемые движения руками. Положение не ухудшается, начиная с какого-то момента, когда он начал активно заниматься и йогой, и плаванием, и ходьбой.
это вызывает очень большое уважение у меня. Неважно на самом деле, что с ним будет в дальнейшем, мое отношение к нему вряд ли изменится. Мы с ним друзья, и мне хочется на самом деле пожелать ему выздоровления, или я верю в чудо, я не знаю. Ну, в общем, должно быть хорошо все. Ничего в нашей дружбе, в наших взаимоотношениях не изменилось абсолютно. Вот. Мы как общались, так и общаемся. Стараемся еженедельно, если есть такая возможность, встречаться. И наша дружба как была, так и остается. Для нас даже нет никакого разделения на до и после, по большому счету. То есть мы к этому не относимся как к какому-то переломному моменту или чему-то такому. Спросил, каким спортом нужно заниматься, чтобы максимально улучшить качество жизни. И в итоге просто начал потом заниматься почти всем, что мне переписали, сказали врачи. И получилось, что потом уже сейчас уже стало известно, что значит спорт, он одинаковый, полезен вместе с приемом таблеток, скандинавская ходьба. Гуляю достаточно много просто пешком. Йога. Есть еще дополнительные тренировки для мозга. Так что у меня специфическая работа, это постоянно тренироваться. Движения стали лучше, проще, с какой-то периодичностью. Я стал ходить просто ровно. Раньше это было очень тяжело. Я начал плавать около 3 лет назад, после того, как в Москве была командировка с редкими людьми. И мне сказали, что бассейн — это один из спортов, который помогает просто качество жизни увеличить. То есть бассейн помогает везде и во всем. Сам по себе около 3 лет назад первый раз пришел заниматься. Поначалу было ужасно тяжело, потому что мышцы были не тренированы, я был очень слабый. Но со временем мышцы научились, и я теперь уже могу просто хотя бы плыть. Стараюсь 3 часа в неделю плавать. Каждую неделю, пока бассейн получается 12 раз туда-обратно плаваю. За 2 года, что я хожу в этот бассейн и вижу вас, вы меня только подталкиваете. Все, вот только благодаря вам я хожу сюда. Я хожу в этот бассейн 3 года уже, да, то есть и я вот с этим мужчиной не знакома была, да, просто я наблюдаю за ним со стороны, и я просто восхищаюсь им, да, вот его силой воли, то, что вот он ходит, постоянно плавает, да, то есть не боится никаких препятствий, преодолевает их, и вот молодец, я вот так хочу сказать, молодец. Антон занимается у меня уже 3 года. За это время я хочу сказать, что при его заболевании у него нет ухудшения. В понедельник, среду и пятницу он приходит ко мне на йогу, это 1,5 часа занятий. И после этого остается еще на функциональную тренировку. Здесь мы учим концентрироваться, и очень много упражнений, которые задействуют как раз мышцы живота и спины, что помогает удержать баланс, да, сохранить. Вот главное, мне кажется, вот при этом диагнозе сохранить очень позитивный взгляд на жизнь, понимаете, и как-то организовать свою жизнь. То есть у Антона это есть. В любом состоянии можно быть счастливым. Найдите что-нибудь, что принесет вам удовольствие в контексте спорта. Там буквально можно, допустим, где-то там гулять вокруг. И в итоге, если это понравится, потом на выходе получится гораздо проще жить. Хорошо, что у меня есть друзья, которые остались со мной на протяжении всех времен. Я раньше был женат, но в тот момент, когда симптомы стали очень жесткими, они переехали
Крым. Сыну будет безопаснее вне от меня, ну, в другом месте относительно меня. Вот, мы продолжаем с ними общаться. Все хорошо, комфортно. Я рад, что у меня есть сын, есть какие-то вещи. Все будет хорошо, если вы этого захотите. А делать это уже можно как угодно. Или спортом, или мозгами. Не важно. Это ваш выбор.